Я знаю, что на сегодняшний день практически у всех людей есть эти деструктивные программы. Все это связано в первую очередь, конечно же, с этими травмами души. Вот я помню на своем примере, вот у меня тоже было чувство вины, и она как бы, негативным образом влияла на мою жизнь. И это длилось до тех пор, пока мы это не проработали. На тот момент, когда она ко мне пришла, у нее, грубо говоря, был целый букет травм. Всем привет-привет, друзья! Вновь мы вас приветствуем сердечно, от чистого сердца, с любовью и с уважением. Я, Ильдияр Данамбаев, ваш друг, ваш помощник, который готов помогать. И мой очень ценный и очень значимый для меня человек, это мой помощник, мой близкий человек Илья. Поприветствуем вас, друзья. Привет, привет. Да, сегодня, друзья, мы решили экспромтом записать одно видео, которое даст вам поддержку в выборе, даст вам поддержку в принятии правильных решений и сделать нужный шаг в нужное время. Поэтому, друзья, просим вашего внимания. Так, Ильдар, вот хотелось бы поговорить про наш курс «Марафон исцеления», поподробнее рассказать нашим дорогим зрителям, что он в себя включает, что в него входит. Вот давайте, наверное, по порядку вот будем вот про травмы души поговорим сегодня. Вот могли бы вы рассказать, что это такое вообще, травмы души? Мгм. Вот откуда они, да, образуются, к чему они могут привести, к каким последствиям? И нужно ли людям прорабатывать эти травмы души? Мгм. Конечно же, Илья, этот марафон, он действительно создан с той целью, чтобы сейчас, в первую очередь, дать возможность многим людям пробудиться. Этот марафон есть возможность с нашей стороны в нужное время сейчас помочь. И помощь эту должны, конечно же, люди сами услышать, почувствовать, принять, поскольку мы сейчас протягиваем всем руку, всем желающим, кто желает пробудиться. И первым именно в нашем марафоне стоит задача именно проработок травм души. Что по сути из себя представляют травмы души? Ну, предварительно там те, кто читал сообщение про наш марафон, под травмами души, конечно же, мы подразумеваем в первую очередь. Это те разрушительные, деструктивные программы, которые внутри человека создают дисбаланс. Что это за программы? Это в первую очередь обиды, это чувство вины, это чувство разочарования, это потери. Эти деструктивные программы, я думаю, даже я не думаю, я знаю, что на сегодняшний день практически у всех людей есть эти деструктивные программы. Почему они есть? Потому что система так воспитала общество, так воспитала людей, что люди, не понимая, что они делают, наносят колоссальный вред, ущерб и разрушение друг другу. Также человека научили впускать в себя именно вот эти разрушительные программы. Тем самым эти программы, они, конечно же, я скажу, не просто находятся в человеке, они ведут человека к пропасти. Что это за пропасть? Эти деструктивные программы, в первую очередь, они связаны с душой. Находясь внутри человека, они создают в душе человека раны, раны кровоточащие, раны, которые изливаются кровью. И эти раны заглушить не получается. Естественно, когда есть раны в душе человека, следствием вылазит непроявленность человека, следствием вылазит качество жизни человека, следствием вылазит материальный план человека, самооценка человека, отношение к миру, отношение мира к этому человеку. Это все напрямую связано с этим. Замкнутость человека. Человек становится отдаленным от мира, и тем самым он производит процесс в целом.
процесс саморазрушения. Поэтому эти программы в первую очередь стоят у нас в марафоне на первом месте, потому что это самые глубинные, самые тяжелые, деструктивные программы, разрушающие программы, которые мешают человеку быть счастливым, которые мешают человеку быть здоровым, которые мешают человеку быть успешным, которые мешают человеку стать счастливым от приятных отношений со своими близкими, с окружающими людьми и так далее. Все это связано в первую очередь, конечно же, с этими травмами души. Поэтому их обязательно надо восстанавливать. Надо лечить эти раны души. Надо вытаскивать, прорабатывать. И тогда качество жизни человека моментально начинает меняться. Все начинает происходить тут же. Сначала происходит на внутреннем балансе, на внутреннем мире человека. Естественно, вторым шагом это начинает проявляться во внешний мир. В мир, в котором он существует, в котором он живет. Первый мир – это близкие, родные. Второй мир – это все, кто окружают рядом. И так дальше происходит вступление нового формата в мир чистого человека, пробужденного человека. Так, Ильдяр, а вот можно поподробнее услышать про вот чувства обиды, такие вины, вот разочарования, вот как-то по глубине рассказать, вот как они вообще влияют на нашу жизнь? Вот я помню на своем примере, вот у меня тоже было чувство вины, вот я от него избавился, и оно вот у меня аж с самого детства зародилась эта травма душевная, и она как бы, ну, негативным образом влияла на мою жизнь. И вот как-то поподробнее можете рассказать, как эти чувства влияют на нас? Мгм, мгм. Конечно, Илья, это настолько разрушающие программы, что они не позволяют человеку по-настоящему принять себя, по-настоящему дать реализации предназначению человека. Ну вот на примере твоем, раз ты начал свой пример, я расскажу и дам информацию людям, что с тобой произошло. И ты скажешь, это так или нет. Когда мы с тобой начали работу, у тебя были те деструктивные программы, которые мешали тебе быть тем, кем ты должен был быть. То есть, что это значит? Когда ты пришел ко мне, у тебя были другие реализации в этом мире. Ты был другим Ильей, тем, который был спящим, в первую очередь, был замкнутым, был скрытым от мира. Развитие самооценки не позволяло дать возможности реализации. И после того, когда мы с тобой прорабатывали ту программу, результаты, как говорится, не заставили себя ждать. Первым результатом стало чувствование мира. Ты увидел, что этот мир прекрасен. Ты открыл свое сердце, и ты почувствовал, что такое настоящая любовь. Ты увидел ценность этой жизни, что ценность никак не связана с материальным планом. Ты увидел ценность – это счастье, то, которое всегда было с тобой. Ты позволил внутреннему Илье выйти в свет. Что значит выйти в свет? Самооценка поднялась. Илья перестал бояться камер, которых он боялся. Сколько лет? Всю жизнь Всегда, боялся. всегда. И это длилось до тех пор, пока мы это не проработали. Это, видишь, работа, которая сейчас дает свои плоды, свою реализацию. Ты поспособствовал сейчас именно этой работой реализации, повышению своему личностному росту, развитию. И это дало толчок для нового шага в твоей жизни. Ты сейчас
с окружающим миром по-другому стал контактировать. Изменилось твое отношение к миру, изменилось отношение к себе. Это так? Да, все в точности, как вы говорите. Этот процесс, Илья, происходит у всех. Вот я такой еще пример расскажу. У меня была одна клиентка, которая является владелицей сети ювелирных магазинов. И на тот момент, когда она ко мне пришла, ну, у нее, грубо говоря, был целый букет травм. Самые большие травмы это были обида, разочарование и потеря. За 2 года она потеряла 4 самых близких людей. Мать, отца, брата и сестру. И поскольку она являлась владелицей ювелирной сети, из-за этого у нее начался ступор в бизнесе, ступор в жизни. Что значит ступор в жизни? Пропало желание жить, пропало желание достигать успеха, пропало желание радоваться. Она полностью опустила руки. Когда она пришла, мы с ней начали работу именно с этого. И я скажу, что сейчас она выдвинулась очень далеко, и она стала владелицей не 4 магазинов, а 7 магазинов. За этот год она открыла еще 3 магазина, она развила свою сетку до такого уровня, что у нее стал международный бизнес. Она стала спикером на конференциях успешных бизнесменов. Она ездила в Москву, ее пригласили как спикера, который очень успешный в ювелирном направлении. Она подписала новые контракты с ювелирными компаниями именно по драгоценным камням. И она сейчас является первым человеком по ювелирным изделиям с драгоценными камнями по Центральной Азии. Представляешь, как это влияло на ее жизнь? Бизнес – это ребенок, и бизнес развивается только за счет энергии родителя. Родитель – это и есть тот человек, который создал этот бизнес, хозяин бизнеса. Он является родителем. Если у родителя нет вот этой жизненной силы, которая выходит благодаря вот этим деструктивным программам, выходит благодаря вот этим душевным ранам, то, естественно, и бизнес, и не только бизнес, и жизнь человека, естественно, заходит в тупик. Это серьезные вещи. Я даже не про бизнес скажу, а про жизнь человека. И это не единичный случай, когда, убирая именно вот эти разрушающие раны души человека, менялось сразу отношение к жизни. Плюс к этому большим значимым шагом этой работы является здоровье. И именно раны души являются причиной большинства болезней. Из-за ран души начинаются бессонницы, депрессии, заболевания физические. Не просто так было сказано, все болезни отсюда. Я поправлю этих людей, не отсюда, а отсюда. Используя рану души человека, паразит, который находится в человеке, он запускает реакцию, запускает действие на разрушение. Это разрушение происходит с помощью силы Творца человека. Мы своей силой Творца можем и исцелять, и убивать. И первым шагом к этому пробуждению обязательно надо делать исцеление травм души. Тогда она позволит человеку уже увидеть то, на что он не мог обратить внимание. Начать менять процесс трансформации жизни вокруг него. Начать менять процесс трансформации здоровья. Рак, прямая причина рака – это раны души. У рака стоит диагноз. Не тот, который говорят медики, а диагноз – болезнь души, когда душа человека ранена, когда душа человека болеет, оно все приводит к этому. И уже у человека нет интереса чего-то достигать. У него задача стоит спасти себя.
Так вот сейчас у вас есть у всех возможность это сделать, но не доводить до того кризисного состояния, чтобы в последний момент распродавать все, лишь бы остаться живым. Многие люди попали в эту ловушку, которые ходили до последнего. И потом, чтобы остаться в живых, они вынуждены были распродать все, чтобы как-то себе помочь. Но помощь, оказывается, не та была. Почему многие лечатся химиотерапией, лучетерапией, а потом, естественно, хирургией, но результата как такового не приходит, потому что раны души остаются болезненными, открытыми. Из этих ран души выливается жизненная энергия, та самая важная сила, которая связана со здоровьем, с жизнью, а также эта энергия связана с материальным планом. Друзья, почему у многих материальный план не получается? В этом мире изобилие много, валом всего материального богатства очень много. Но почему не появляется этого всего, не происходят чудеса? Первая причина – это раны души. Поэтому, дорогие друзья, самым важным и самым первым я поставил именно раны души в этот марафон. В этот марафон я вкладываю очень много энергии. В этот марафон я вкладываю свою душу. В этот марафон я вкладываю все свои знания. Для чего? Я хочу, чтобы мой мир, он был чистым, он был пробужденным, он был счастливым. Я хочу, чтобы в моем мире вы были все в новом формате, пробужденные. Я постараюсь вместе с моей командой привести вас к этому. Дорогие друзья, сейчас решающий шаг, он действительно решающий от вас. Вы сейчас являетесь теми творцами, которые сейчас вправе сделать выбор. Этот марафон не будет вечным. Поэтому сейчас самое главное и важное, и ценное миссия ваша сейчас помочь самим себе, чтобы вы могли помочь своему здоровью, своим отношениям, своему материальному плану, своему сознанию, пробуждению, своим детям, своим родным, своим близким. От этого будет зависеть и их пробуждение. Первая задача – это вы. Помогите себе сейчас. Завтра может и не быть. Я думаю, вы меня услышали, мои дорогие. Эта информация дается от чистого сердца, с любовью и переживанием. Я очень люблю этот мир, я переживаю за него. Поэтому я свою команду сейчас мотивирую на то, чтобы сделать и выполнить ту задачу, которую мы несем. Помогите вы себе. Я вас очень всех уважаю, очень всех люблю и желаю вам скорейшего пробуждения. Пусть даже если это будет не со мной, но не останавливайтесь на своем пробуждении. Идите вперед. Я знаю, что у вас все будет хорошо. Ну а тех, кто решил начать и делать это сейчас, я жду вас и рад буду встретить вас на этом марафоне. Я буду вкладывать туда все усилия, чтобы каждому из вас на этом марафоне было комфортно, были самые лучшие результаты, чтобы на этом марафоне вы получили то, зачем вы пришли. Поэтому, друзья, я вас жду.